Вот он, ребята, вот он! Он с валом. Друзья, я снова всех приветствую и особенно приветствую любителей турбореактивной тяги. Сегодня у нас распаковочное видео. Будем распаковывать его, вот этого монстра, смотреть, как он выглядит, с чем его едят, как запитывать и как мы его будем стартовать. Ну и естественно, и вполне понятно, что очень сильно давать жидкого при этом. Можно сказать, что только что вот я запустил в работу этот газотурбинный агрегат. Он мне очень нравится, он с хорошим ресурсом, создает мало вибраций и выдает очень много воздуха. Как Дима звонит мне и говорит, что Игорек, я нашел тут нам еще два двигателя. Один, говорит, заберу себе, один отправлю тебе на эксперименты. Вот он, ребята, вот он. Сейчас мы его будем распаковывать, смотреть. Он гораздо больше, чем АИ-8. Гораздо мощнее. И что самое интересное, он с валом. То есть, по факту, его опять же можно будет использовать. У меня собирается некая такая довольно-таки большая коллекция. Короче, может быть, даже когда-нибудь какой-то музей можно будет создать, выставить эти движки. Уже даже такие мысли появляются. Представляете, до чего дошло дело? Все довольно быстро получается. Ого! Такое чувство, что это еще один живой аппарат будет на нашем канале. Как-то круто он выглядит. И весьма не стыдно. Далеко не стыдно выглядит. Классно выглядит. Надо только докопаться до сути. Да он новый, по-моему. Смотрите, стоят заглушки и здесь, и здесь. Есть некая зеленая военная рама, шланг есть. Такого я точно не ожидал. Шланг тоже законсервирован. И законсервирован качественно. Обычно пластмассовыми заглушками какими-то закручено, которые от старости уже охрупчены и раскалываются. Мы, конечно, сейчас откроем отверстие, чтобы посмотреть на крыльчатку. Но перед этим я хочу дать вам немножечко теории. Что это такое, где и как работает, сколько мощности, сколько жрет и сколько прет, так сказать. По факту мы видим малоразмерный газотурбинный агрегат. Это АИ-9, а это 9И-56. Этот весит 70 килограмм, этот 150. Дальше можно их не сравнивать, потому что первый для производства воздуха и электроэнергии в некоем другом исполнении. У меня он только для производства воздуха будет служить в количестве 24 тысячи литров в минуту. Ну а этот имеет момент на валу. И можно, собственно, как вы сами себе представляете, этот вал куда-то притулить и использовать дикую мощность. Мощность, кстати, ну не сверхдикая. Получается 80 киловатт, либо 110 лошадей он выдает. Но выдает на постоянку. Опять же стоит вопрос, как здесь регулировать мощность. Потому что это по факту не двигатель тяговый, который от 10 до 100%. Здесь регулируется по оборотам. То есть на валу все время должны быть постоянные обороты. 8000 оборотов в минуту. Такую цифру я вычитал. Здесь из интересного стоит всего одна форсунка. Вот, похоже, и она. Ну, а здесь располагается свеча. Судя по тому, что внутри видно белый керамический изолятор. Расход примерно 0,7 литра на лошадиную силу в час, так как здесь 110 лошадей. Получается около 80 литров в час он кусает на максимальной мощности. Сложно понять, где здесь вход для воздуха, где выход. Я, если честно, сначала подумал, вот здесь вход. То есть это входная труба. Оно, все это дело гофрированное, имеет гибкость. Но нет, ребята,
Выхлоп я так и не нашел, и в итоге это оказалось выхлопом, а вот это вход для воздуха. Видите, какой ребристый вход, еще и через некий теплообменник, который, видимо, служит для охлаждения масла. Но это было бы самым логичным применением. Обычно в ГТД либо топливом охлаждают масло, либо входящим воздухом. Может, он и правда новый? Вот было бы здорово. Топливная аппаратура, по всей видимости, ну, по крайней мере, очень сильно похожа на топливный насос. Здесь клеммы на болтах десятка. Как мы видим, они абсолютно ни к чему не присоединены. Судя по крыльчатке, точно новый. Внутри все чисто, красиво. Гарантированный ресурс около 1200 часов. Для газотурбинных установок это не очень много. Но если учесть, что он может работать при запыленности, то вполне вероятно, что это очень даже много. Давайте снимем, подорвем вот эту крышку и посмотрим, что же там внутри. Какая у него турбина? Большая или маленькая? Может быть сгоревшая, а может быть в идеале. Потребуется ключик на 12. Применение у него самое разнообразное. Как я понял, может вырабатывать все, что угодно. И воздух, и электричество, и мощность на валу. Запитывать некие насосы, например, и всякое прочее. Одному смотреть неинтересно, давайте заглянем вместе. Вот что видно. Чистенько, приятно. Температурные датчики не горелые. И вообще часть стекателя какая-то как новая. Ну, абсолютно нет никаких следов нагара. Да, тут жаропрочная сталь, она, чтобы уж сильно не обгорает, но тут вообще, по-моему, она просто тестировалась, а так в работе не была. Неужели такое может быть, друзья? Ладно, для полной картины надо открыть вот здесь теперь. Вы, ребята, себе даже не представляете, как же мне сейчас интересно. Как хочется заглянуть вот сюда, посмотреть на вал. Как хочется заглянуть туда. Как хочется увидеть вообще все внутренности внутри этого двигателя. Хочется пускануть мотор, попробовать, как он крутится, как он крутит вал, шумят ли подшипники. Сколько потребуется мощности, чтобы вот эти клеммы запитать, потому что движок здесь довольно-таки большой. Все это очень-очень интересно и хочется побыстрее глянуть и разобраться. Я даже еще не нашел никакой литературы, я думаю, вы мне поможете в этом деле. Так, рубанули свет, да? Нам это не помеха, в принципе. С большим трудом вытащил резинку. Вот он вал. Это немножко не то, что я ожидал увидеть. Там не вал, а наоборот отверстие. Но внутри есть шлицы. Не знаю, насколько они. У меня вот тут, кстати, есть палка от вазовской гранаты. Если она туда подойдет, я буду просто в шоке. Так, начало хорошее. Но нет. Тут вот мешают бурты. Еще не все потеряно. Может быть, либо полуось вазовская, либо вот это должно подойти. Но это вообще будет круто, друзья. Смотрите, оно вращается. Легко и мягко. Очень мягко прям. Ладно, на этом с первой частью видео все. Надо идти домой. Вторая часть для вас будет прямо сейчас. Ну а мне немножко надо переспать, подумать, посмотреть. Все, встретимся через секунду. Полночи не спал. Часа 3 пытался найти какую-то инструкцию, мануал, чтобы иметь возможность беспрепятственно подключить его и стартануть. Но не тут-то было, друзья. Не смог. Нашел некие интересные данные. Все в текстовом виде, без всяких картинок. То есть, ну, сами понимаете, по текстовому многое будет непонятно. Какой элемент, что из себя представляет. Поэтому придется разбираться самому. Некий анализ уже провел. И, можно сказать, на 30% понимаю, что здесь к чему. Вот это, по всей видимости, подача керосина. Видите, через какой-то странный теплообменник. Все идет по трубе через фильтр.
идет, идет, идет дальше и заходит в командно-топливный аппарат. Угу. Есть один контакт большой, 3 маленьких и 2 огромных. Назначение этих контактов пока что мне неизвестно, но в целом это должен быть стартер. Не знаю, имеет ли он функцию генератора, пока не определил. Выяснится в процессе. Нашел также колодку подключения. Она оказалась на самом видном месте. Вот она. То есть сюда, в эту коробку приходят все провода, кроме термопар. И можно будет подключать. Надо будет раскрывать крышку и смотреть разводку. Потому что так все более-менее понятно. Ну, что там внутри, наугад не определишь. Это мы определили, что форсунка, все правильно. Это свеча, все откручено почему-то. Давайте глянем. Вот она свеча. Так. Радужные надежды на то, что движок новый, отпали практически сразу. Потому что есть некий слой нагара, и значит он поработал. Ну, вроде как небольшой слой. А, да, прям совсем небольшой. Все-таки надежды остаются. Может быть, это была обкатка? Для более глубокого анализа приходится все здесь частично разбирать. Подорвал крышку, чтобы посмотреть, что внутри. Было предположение, оно оказалось верным, но все-таки хотелось посмотреть. Это масляный фильтр. Видно, стоят кольца для фильтрации. И видно, что все очень чисто здесь. Это не может не радовать. Мельком прочитал, что нельзя много масла заправлять. То есть нужна норма, но никак не выше. Пока что не нашел, где здесь смотровое окно. Есть предположение, что вот здесь, но оно какое-то закрашенное. Это такое чувство, что масло заливная горловинка. Можно его поставить на автомобиль какой-нибудь. Но я никуда ставить пока что ничего не хочу, друзья. Мое кредо новое — никуда ничего не ставить, а делать кастомное. То есть, если задумаю машинку какую-то, то на его базе надо будет все с нуля делать. Ах да, и еще узнал одну очень интересную новость, касающуюся КПД этого двигателя. В общем, как я и предполагал, оно очень низкое. Большой КПД имеют только огромные турбины, а у этой всего лишь 11%. То есть она реально топливо в шум перерабатывает, тупо и в тепло. А нагрузки на валу по минимуму получается. Ну, вот такая реальность, друзья. Первый раз в жизни увидел я данные о КПД и был, мягко говоря, удивлен. У всех таких малых ТРД 11, 12, 15%, у более крупных 20-25% и доходит там до 35%. Это уже совсем огромные, на несколько мегаватт ТРД, а то и на несколько десятков мегаватт. Ну и сразу немножко токарки, сниму бурты с приводного вала. Вал этот с ВАЗ-2108 и аналогичных. Хочу его использовать для машинки своей будущей. Вот. Кому интересно, ребята, подписывайтесь на машинку. Делаю машинку с движком Yamaha R1. Делать буду долго. Сериал будет очень долгим. Но будет. Все, бурты срезаны. Сейчас попробуем вставить. Суем. Пошел. Прошел. Так, не пошел, да? Такое чувство, что по шлицам он все-таки не подошел. Видите, дальше не идет. Это плохо. Ну, жаль, очень жаль. Была надежда. Надо заглянуть туда, значит, посчитать как-то шлицы. Первый блин комом, первый облом. Посмотрим, что будет с подключением электродвижка. Будет ли крутиться. Набор юного исследователя турбин готов и подключен. Это шим-регулятор на 200 ампер. Прибор показывает сейчас 2,5 ампера, но это какая-то погрешность. И прибор
который контролирует батарейку. Так, ну что ж, давайте пробовать, ребята. Все просто на самом деле. Вот этой маленькой крутилочкой мы сейчас постараемся толкнуть вот этот огромный электростартер. Все зажглось, все включилось. Кручу. О! Все пошло, 12 ампер. Смотрите, что шим животворящий делает. И уже у нас крутится вал с бешеной скоростью. Турбина крутится гораздо больше, потому что степень редукции около, ну я не знаю, здесь 8000 на валу, а турбина то ли 35, то ли 40 тысяч, я уже не помню точно. В общем, где-то в 5 раз понижает. Отсюда ветер идет. И все крутится, все вращается. Отлично, мягенько, плавненько. Есть ли вибрации? Вибрации какие-то есть, небольшие. Но они могут быть связаны даже вот с этим валом. Надо его высунуть. Я вам показал, что все вращается. Да, вибрации пропали. Можем поднавалить нагрузки, посмотреть, что будет. Вот так, 50 ампер. «90». Вибрации отсутствуют. Воздух капитально идет. Одна палочка на батарейке. Классно. Моторчик живой. Но больше давать нельзя, иначе высадится батарейка. Их надо хотя бы подогреть, чтобы лучше работало. Короче, супер. Тихо, мягенько, хорошо работает. Масла здесь, наверное, никакого нет. Ну, я думаю, здесь без вариантов. О, видите? Цвет поменялся. Видно, масло таки поступало. Надо проверить. Говорят, есть масла, которые очень ядовитые. И вот, наверное, вот это желтое из этой серии. Ну, надеюсь, что не так. Давайте посмотрим, как масло будет здесь циркулировать. Ну, примерно так. Ой-о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 й, катастрофа, блин, что я наделал? Что я наделал, черт возьми? Ну, как минимум, друзья, масло здесь есть. Мы убедились в этом. И оно очень сильно похоже на консервационное. Естественно, его нужно будет поменять. Итак, друзья, похоже, придется нам всем вместе разбираться коллективным разумом. По-прежнему ничего не могу толкового найти по устройству. Вот этот топливный насос, я, кстати, прочитал его маркировку, 9И53-SB51А. Информацию о нем, казалось бы, можно было бы найти, имея название, но я нашел лишь предложение услуг по его починке за 1,5 миллиона рублей. Ну, как бы страшно предполагать, сколько же он должен тогда новый стоить. Но это первый нюанс. Второй, по подаче на форсунку. Мы имеем здесь несколько агрегатов. Во-первых, вот это идет чисто перед форсункой. Я снял резиновый колпачок. Этот узел имеет где-то 0,5 Ома сопротивления. Далее все понятно. Есть соленоид, который открывает подачу топлива. Есть еще один на топливе соленоид. Находится немножко ниже. То есть, видите, уже два соленоида, и, скорее всего, они не одновременно должны открываться. Естественно, по проводам я это все помечу. Буду дальше кубатурить. Вот эта штука, это измеритель оборотов. Там вроде бы все понятно. Это, по всей вероятности, указатель давления масла. Изобрел некое устройство, очень простое, в виде резистора и клемм подключения. То есть сюда я подключаю аккумулятор. Есть два провода, которыми буду тыкать в соленоиды и проверять, как они работают. Видите, даже уже снял провод для проверки, так сказать. И буду все подписывать, друзья. Как раз таки вот близ распределительной коробки
пройду по линии проводов и буду подписывать и выяснять. Прямо сейчас можете написать, что вот это такое, друзья. Я думаю, что это какой-то датчик, либо подогреватель топлива. Ну, других вариантов у меня нет, потому что что-то я как-то не пойму, что это такое. Такое низкое сопротивление и толстый провод на датчик. Для датчика это не характерно. Но топливо прям непосредственно перед форсункой проходит через это устройство. Чем хорошо изобретение? Да всего лишь тем, что позволяет замыкать провода. Без проблем. То есть не сгорит у нас ни батарея, не будет какой-то ярко выраженной дуги. И можно спокойненько замыкать. Люди ставят лампочки очень часто. Но мне нужен ток поболее, поэтому я такие провода поставил. И вот сейчас перво-наперво попробуем, как работает соленоид. Соленоид работает прекрасно. Теперь попробуем вот эту вещь. Мне кажется все-таки, что это нагреватель. По лазеру 6 градусов. После нескольких циклов попытки нагрева выяснилось, что все-таки да, это нагреватель, друзья. Видите, уже 15 градусов. О, даже больше, если более точно спозиционировать прибор. И он тепленький. То есть довольно-таки быстро он прогревается, значит это все-таки нагреватель. Так и происходит, друзья мои, реверс-инженеринг у меня в гараже. Ну и что же мы все-таки имеем в сухом остатке? Получается 2 соленоида на топливо, 1 подогрев. Вот эта клемма, выяснилось, что на тахометр идет, там 3 провода. А это на запуск и контроль двигателя. В принципе, не так уж-то и много. Осталось вот это все дело запитать в кучу, добавить сюда искру. Интересно, по резьбе подойдет тот модуль, что у меня есть. И подключить топливо. Все-таки ошибки с подачей нет. Потому что направление движения вот туда, внутрь. Есть даже стрелка на фильтре. Такие маленькие подсказки, друзья, дадут нам шанс запустить этот двигатель, который мы будем пускать уже в следующем видео. Дима, большое спасибо за двигатель и за такую роскошную возможность создавать супер контент на моем канале. Это просто уникальный контент, ребята. Такого вы фактически нигде не найдете. Ну а у меня на этом все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. А я буду продолжать разбираться. Надо же стартовать его.